Ну что ж, приветствую всех зрителей на своем канале, новеньких и подписчиков. Сегодня у меня очень необычный формат, а именно формат интервью. И позвала я на это интервью не просто человека, а брата своего мужа, потому что больше никто бы не согласился на это. Но, тем не менее, я думаю, что получится классно, интересно. Вот. Зовут его Лукаш. Привет, привет. Да. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Кто ты, что ты, почему ты в Польше и так далее. Кто я? Меня зовут Лукаш Шлюсарский, я предприниматель. У меня своя студия, агентство дизайна и разработки. Веду я уже более 4 лет в Польше. Что еще? Опекун собаки, любитель ходить на прогулки. Почему именно Польша? Почему ты здесь оказался? Потому что, насколько я знаю, что у тебя есть гражданство, да, которое позволяет тебе, в принципе, жить где угодно в Европе. Если быть точным, то уже более 16 лет. Я сюда приехал, когда мне было 15, около лет, 14-15. Вот. Почему Польша? Мой отец был поляком, и у меня здесь много родственников, поэтому Польша, и поначалу это была Варшава, а теперь это Гданьск, Сопот, Гдыня, где как раз-таки родился и воспитывался мой отец. В Варшаве я учился долгое время, 7 лет я учился в Варшаве. Мне не нравится до конца этот город, потому что это столица, а как часто бывает в столицах, очень много всего происходит, мало природы, очень много людей, все куда-то бегут, чего-то пытаются добиваться, достигать. И это прям чувствуется в атмосфере этого города. И с одной стороны, мне как предпринимателю скорее такая ситуация могла бы подойти и помочь. Но мне как человеку это не нравилось. Намного больше мне нравится здесь, сейчас, в Гдыне. Потому что у меня здесь близко море, близко лес, и в перерывах между работой и всем, что связано с работой, я могу отдохнуть. Поэтому вот не Варшава. Ну да, тут соглашусь. Конечно, в Варшаве я ни разу не была, вот, но много про нее слышала от, собственно, Лукаша, от моего мужа Мартина, и поняла, что, это местами похоже на Москву, да, в Москве я тоже была, мне было там, тяжеловато, мягко говоря, потому что... Поменьше, конечно, намного, там всего, 3 миллиона человек около в Варшаве. Ну да. Но все равно. В принципе, Троемясто, оно очень похоже на Калининград, я в Калининграде родилась, и, насколько я знаю, ты тоже был в Калининграде несколько раз. 15 лет жил. Вот, поэтому какие-то общие черты точно есть. Как ты вообще оказался в профессии, связанной с маркетингом, да, с сайтами, дизайном, и прочим? Вообще, когда я переехал в Польшу, и вообще вот этот все время, когда ходим в школу, непонятно, чем заниматься дальше, у меня было какое-то понимание о том, как работает компьютер, я неплохо шарил в математике, и моя тетя сказала: иди на информатику. И я пошел в универ на IT и там обучался. И программирование мне вообще не зашло. Но так как это было офигеть как прибыльно и стабильно, я все-таки в этом направлении решил развиваться. Поэтому, да, скорее всего, какая-то внутренняя любовь к компьютерам. То есть с детства я любил раскручивать, собирать, играть в компьютер. Плюс какое-то понимание и логическое мышление. И меня это все привело к этому направлению. Но сейчас я стараюсь как можно меньше программировать, и больше меня тянет к работе с людьми. Поэтому ведение агентства — это, в принципе, все основано на людях, и я принимаю на работу людей, и работаю с людьми, и продаю людям, и так далее. Поэтому, в принципе, здесь могу развиваться в направлении, в котором мне нравится. А если немножко отмотать назад, да, и вернуться к тому времени, когда ты пошел в универ, да, то есть знание польского языка было у тебя еще, скажем так, не очень, да, и каково тебе было именно
в процессе образования, да, и вообще коммуникации со своими сверстниками? Ну, в универе у меня уже было неплохое знание польского языка. Все-таки я много в детстве проводил времени в Польше. Я был у бабушки, у дедушки почти каждый год на как минимум 2 недели, бывало и дольше, бывало чаще. Поэтому у меня была возможность с ними учиться разговаривать. Потом я любил очень читать, и это очень сильно помогло мне быстро научиться польскому. И перед тем, как я уже приехал и хотел поступать в лицей, в России у нас 11 классов. В Польше их, можно сказать, 12. И они делятся на школу подставовую, гимназиум и лицеум. 9 класс мы заканчиваем, это гимназиум в Польше, 10-11 это лицей. Я вот, получается, в 10 классе еще учился, мог еще год посидеть и закончить школу и уже поступать в универ, но я решил поехать все-таки в этот лицей и, можно сказать, потерять 2 года. При этом как бы у меня была возможность познакомиться с культурой, научиться, подготовиться к универу, познакомиться с культурой и так далее, и так далее. Поэтому я не считаю, что это потраченное время. Ну, то есть в любом случае это был как бы для тебя большой плюс, с целью именно знакомления вот этой внутрянки. Огромный. Да? Особенно мы как бы жили... Да, конечно, у нас там это был лицей такой специальный для поляков с востока, так сказать. То есть все, что находится от Польши на восток, то есть Россия, Украина, Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Грузия и так далее. Во всех этих странах есть люди, у которых есть корни польские. Я во внимание историю, которая была перед этим, особенно Вторая мировая. И вот все, кто хотел, могли приехать в эту школу, если у них была карта поляка, то есть кто-то из родственников был поляком, они могли там жить, учиться и так далее. Ну, конечно, это круто, потому что сейчас вообще очень сложно даже получить карту поляка, потому что уже не такие, скажем так, легкие правила по получению этой карты, да, то есть тебе недостаточно иметь, не знаю, в каком-то там поколении родственника из Польши, например, бабушку или дедушку, да, тебе нужно более какое-то близкое родство, типа мамы или папы. Что ты можешь вообще сказать по поводу разницы культур, да, в плане даже общения с людьми, потому что я сталкивалась и с негативом уже, да, и с позитивом. Например, недавно я ходила на вечеринку, где заиграла польская песня, и я как бы сняла шуточный видос, где я просто стою, ну, не знаю, полякам показалось мое выражение лица странным, и, ну, просто стою, не танцую, да, и они подумали, что я как-то плохо отношусь к Польше, хотя это совершенно не так, это больше, ну, шуточное высказывание и не более, да. Но как бы я почувствовала в этом какую-то большую разницу в юморе, видимо, да, и в принципе в культуре. Вот что можешь рассказать ты о своем опыте? Возвращаясь к этому видео, о котором ты говоришь, я с одной стороны понимаю, потому что, ну вообще, я считаю, что в Польше культура очень важна. Потому что, ну вообще история Польши, она очень тяжелая. Это страна, которая, можно сказать, перестала существовать, и благодаря именно этой культуре она смогла как бы восстановить свое естество и появиться заново на карте истории. И это достаточно большой промежуток времени, это там... Точно сейчас не помню, но около 120 вроде бы лет Польша не существовала на карте. То есть она была разделена между Австро-Венгрией, Германией и нынешней как бы Россией, тогда Пруссией. Там не особо силен в истории, но в общем то, что помню. И для них как бы рожденных тут в Польше, воспитывающихся, да, потому что я все-таки уже после такого долгого времени считаю себя отчасти поляком, поэтому могу также сказать про себя. Но я все-таки здесь не родился и не воспитывался первые вот эти вот года, которые я считаю очень важные для формирования какой-то культуры. Поэтому шутки на тему культуры, конечно, триггерят, потому что все как будто долгое время хотели вот Польшу забрать, поделить и так далее. И
В общем, сохранить какой-то культурный код, да? Да. Это важно, и благодаря этому Польша вообще как бы существует. Насчет разницы в культурах. Я чувствовал такую разницу. Я очень долгое время думал вообще, насколько это связано именно со мной, и насколько... Ну, то есть, когда я приехал, я чувствовал себя очень одиноко. Очень одиноко. Да, у меня были знакомые после этого лицея, и большинство из них это были люди из Украины, также из Казахстана, из Грузии, то есть много было знакомств. Все-таки стоило как бы влиться в эту культуру, поэтому, чтобы влиться, конечно, стоит знакомиться с поляками и так далее. И это было поначалу тяжело. Я думаю, причин, почему это было тяжело, много. Польша, основываясь на этой истории, которая у нее была, имеет очень много каких-то негативных воспоминаний, связанных с Германией и связанных с Россией. Поэтому... Ну, с Советским Союзом больше. Да, как бы с Советским Союзом, но, конечно же, это же все-таки наследство, так сказать. Это как в Библии было, что сыновья несут грехи своих отцов. Вот, поэтому, конечно, когда ты приезжаешь в страну, в которой не очень как бы позитивное отношение к России, и говоришь, что ты русский, ну, это, наверное, ставит тебя в невыгодной позиции. И чтобы ассимилироваться, ну, нужно достаточно много времени. Я почувствовал себя уже здесь, тут, как у себя дома, можно сказать, только, наверное, после 12 лет проживания. Ну то есть вот совсем недавно. Совсем недавно, да. И, наверное, одним из очень важных элементов как бы этого чувства, этого состояния было то, что я познакомился со своей нынешней девушкой, и которая полька как раз-таки, и она... И вот это вот второй как бы элемент культуры, она меня ввела в жизнь своей семьи, своих близких и так далее. Потому что если смотреть на культурные ценности, у Польши достаточно сильная культура семьи. Да, я заметила, кстати, есть такое. И как бы доступ в эту семью не так просто и получить на самом деле. То есть это либо знакомство как бы с школы подставовой, либо как раз-таки там с гимназии, с лицея, с универа. Ну и чем раньше эти знакомства появились, тем они часто сильнее. Я думаю, это бывает по-разному, как и у всех, но, по крайней мере, мне кажется, что есть некая тенденция такого рода. Поэтому войти в семью можно... Опять же, когда у тебя есть девушка, либо парень, либо с кем-то ты прям очень подружишься. Но, конечно, вот эти первые 12 лет мне намного было проще приехать в Калининград, где я родился, и там познакомиться с кем-то, найти какие-то общие, как бы, культурные, опять же, ценности. Но менталитет все-таки играет роль. Играет очень сильно. Ну и опять же, не только менталитет, да, у нас есть некие воспоминания, к которым мы возвращаемся, да, есть какие-то внутренние шутки и так далее, которые мы используем. Когда ты приезжаешь в другую страну, это все не актуально, здесь все по-другому. Да. Но есть у меня одна такая история, которая, как мне кажется, достаточно сильно может описывать разницу. Я очень часто ездил через границу между Польшей и Калининградом, и историй было много, там и забывал паспорта, и не пускали, и так далее, и так далее. И было несколько таких ситуаций, когда мне нужно было выйти из автобуса и съехать, и либо вернуться в Польшу, либо ехать как бы в Калининград, потому что, там не проследил за чем-то, там виза и так далее. И вот, допустим, когда меня вот так вот оставили на польской границе, мне нужно было возвращаться, никто не хотел меня впустить в свою машину, меня провезти.
какая-то там очередная, третья, пятая машина. Получилось договориться, и за деньги меня довезли до ближайшего города, Эльблинга, где я мог подождать на автобус и вернуться в Гданьск. Была у меня также похожая ситуация, когда я ехал в Калининград. И первая машина, которая остановилась, дяденька меня и мою знакомую взял к себе, завез домой, познакомил с семьей, впустил в свой огород, накормил, напоил. И я понимаю, конечно, что, может, просто так получилось, человек такой. Но мне кажется, таких ситуаций может быть больше. То есть моя семья, да, вот польская, всегда очень круто, всегда очень близко, помогала и так далее. Но я был частью семьи. Но если бы я не был частью семьи, я не знаю, насколько открыты могли бы они быть, допустим, вот как этот человек. И мне кажется, что, может, из-за того, что в России сложнее жить, люди ближе друг к другу. Пытаются сплотиться. Да. И может быть поэтому. Но как будто проще создать в одно мгновение очень близкие отношения в России. В Польше труднее. У меня есть подруга, Даша, которая живет в Катовице, и она мне рассказывала, что ее подружка, которая, я не знаю, как давно они начали дружить, она пригласила ее на Рождество, да, а это как бы уже является чем-то более значимым, да, чем какая-то обычная встреча, потому что Рождество для поляков — это один из самых, мне кажется, главный праздник, и как бы все равно, видимо, даже вот такие связи, они выстраиваются. Конечно, не так часто, как в России, да, это правда, там, из разряда тех историй, когда ты зашел в туалет, да, платишь, там девочка к тебе подходит и говорит, что случилось, давай я тебе помогу, мы все сделаем, да. Ну, тут, наверное, такое редко встретишь, потому что все-таки, как бы, поляки более, скажем так, в своих группах, в своих каких-то... Допустим, вот какое-то время я любил техно-вечеринки, и там проще. Там как будто, да, у вас уже... семья техно, поэтому проще. Там один вайб, как бы одна тусовка, и вы все такие. Но в общем тенденция есть какая-то, как будто вот эти, там, не знаю, 30% близости все-таки в России больше. А что ты скажешь вот по поводу именно отношений более близких? Мне просто Мартин, мой муж, рассказывал, что у него не получалось построить каких-то долгих отношений с польками, да, несмотря на то, что он наполовину поляк, он все равно, как бы, большую часть времени жил все-таки в России, и, как бы, у него менталитет более русский, чем польский. И поэтому, когда он жил и учился в Польше, он встречался либо с украинками, либо с русскими девчонками, либо с белорусскими, да, с польками как-то, не знаю, не клеилось. Но, может, это просто вот так получилось, да, не сошлись. Вот у тебя девушка полька. Что ты можешь сказать о ней, как о девушке, да? Возможно, ты встречался ранее с русскими девушками, у тебя есть какие-то вот, все-таки различия в этом. И с русскими, и у меня была девушка с Украины тоже. Различия. Не знаю, насколько есть культурные или просто личности, да. Я твоего мужа хорошо знаю, и я понимаю, что выйти все-таки, опять же, возвращаясь ко мне было тяжело выйти из зоны комфорта. Намного проще было поначалу строить отношения, опять же, с украинкой, с россиянкой, с кем-то из бывшего СНГ. Потому что много общего. Фильмы одни и те же, там, да, особенности национальной рыбалки, там, то, что мы смотрим в детстве, там, «Ну, погоди» и так далее. Хотя «Ну, погоди», как ни странно, очень известно в Польше, очень. Да. Все знают «Ну, погоди», все знают. То есть, опять же, все это, наверное, преувеличиваю, но очень много людей. Вот, и поэтому, я не знаю, что, в принципе, сказать. В общей массе, да, допустим, когда приезжаешь в Польшу, там, в ту же Германию и вообще в Европу, а потом едешь в Калининград, видно, что девушки, женщины намного больше времени и внимания уделяют своему внешнему виду. Намного.
То есть намного больше как бы, там, красятся, там, одеваются и так далее, этого больше. Здесь как-то посвободнее. То есть, и я не могу сказать, что одно либо второе – это там, преимущество. Мне нравится посвободнее, поэтому… но красивые девушки тоже прикольно. А в плане культуры… Я бы, наверное, все-таки сказал, что культурные ценности, конечно же, сплочают и помогают найти общий язык, но, наверное, все-таки на первый план выходят индивидуальные какие-то черты характера. То есть и поляков можно встретить разных. То есть я знаю, что и у Мартина есть как бы там знакомый друг Себастьян, с которым он нашел общий вайб, и я уверен, что такие тоже есть. Но… как я вот вначале тоже говорил, насколько важно понимать, не ограничиваем ли мы себя сами. Да, то есть мы приезжаем в другую страну, мы уже себя сами ставим как что-то не принадлежащее этому месту. И мне кажется, вот возвращаясь назад, что именно какие-то мои ограничения в коммуникабельности могли также играть роль в том, что я не чувствовал себя здесь так долго, как у себя. Здесь очень много разных людей, и если с ними знакомиться, если ходить, искать как бы свои интересы, искать своих людей, можно найти каждого. Поэтому… из таких культурных, ну то семейная, да, то есть мне кажется, очень сильно семейная страна. Многие, я знаю, что поляки этого наоборот не ценят. Я считаю, что это достаточно классная штука, но все зависит от того, какие отношения в семье. Да, то есть да. у меня получилось так, что и моя семья, которая здесь в Польше, они классные, и семья моей девушки Нелли классные. У нас нет каких-то конфликтов, каких-то вот там ожиданий и так далее. Все как бы классно общаются. В России все-таки какая-то больше еще такая тенденция, что женщина, она вот должна… Направлять? Тянуть? Даже не то, чтобы больше заниматься домом. Ну, если так смотреть, то да. Как будто… Больше там, как будто бы наоборот иногда. Да, и так далее. А в Польше как будто уже какое-то такое чаще равновесие, равноправие культурное, да, то есть это нужно больше времени, и понятно, что это все идет с, как он там называется, с загинающегося Запада, да? Да, загнивающий Запад, поэтому вот, наверное, на Польшу влияние этого загнивающего Запада сильнее влияет. Ну, кстати говоря, я посещала семью Лукаша и Мартина, да, получается, вашу тетю с дядей. И несмотря на то, что я из России, да, ну, потому что ситуация сейчас все-таки несколько шаткая, несмотря на то, что мы как бы только познакомились, они очень тепло как бы отзывались о нас, да, как бы рассказывали какие-то истории, в принципе, было очень мило, так и по-доброму, и я даже на какой-то момент, правда, почувствовала, что вот оно, да, семейное счастье, которое как бы должно быть у каждого. То есть мне это безумно откликнулось. Было круто. Зачастую такого нельзя встретить даже в своих семьях в России, да, и я как бы говорю это о своих друзьях, да, у которых есть некоторые проблемы, они не находят чего-то такого теплого, да, где можно просто посидеть, пообщаться, поужинать вместе и все такое. А здесь, как бы, казалось бы, только познакомились, а уже это все есть. Это, конечно, круто. Меня еще интересует вопрос более профессиональный. Как ты коммуницируешь с клиентами, да, своими, потому что я сейчас тоже работаю в сфере, которая очень сильно связана с общением, да, с заказчиками, и, ну, конечно же, большинство из них это поляки, и у меня есть языковой барьер, у меня есть, скажем так, несколько иное понимание ведения переговоров, да, потому что в России по одному, а здесь это несколько по-другому все происходит. Вообще по-другому, я бы Да, сказал. и, конечно, первые, ну, пару-тройку месяцев было ужасно тяжело, как бы сейчас полегче, сейчас уже что-то начинает получаться, но прошло как бы полгода, да.
Вот, мне бы хотелось узнать вообще, сколько тебе времени понадобилось на то, чтобы прийти к тому уровню, который у тебя сейчас, да, ты сейчас совершенно себя спокойно в этом ощущаешь, как рыба в воде. Вот раньше же было по-другому, 100%, да? Было намного сложнее. Ну, я бы вообще, наверное, попробовал так сравнить. Вот есть поколение миллениалсов, да, и есть поколение Z. И вот здесь вот, наверное, Польша ближе к поколению Z, а Россия ближе к поколению миллениалсов. В Польше не такая жесткая культура, чтобы много работать. Да, я заметила, тут праздники чуть ли не каждый месяц просто подряд. Праздники, во-вторых, как бы очень много фирм, допустим, я помогал своему старшему брату найти строительные компании, которые будут продавать строительные материалы. Старший брат в Калининграде. У меня старший брат в Калининграде, и у него как бы не строительная, а компания, которая продает строительные материалы. Вот. И он как бы уже более 12 лет, да даже больше 12, как только приехал, он уже начал, работает с разными заводами и компаниями в Польше. И найти компании, которые будут с ним сотрудничать, хотя у них как бы в своем портфолио, в своем профиле была заинтересованность работать с Россией на тот момент. Сейчас, конечно же, все по-другому. Получить ответ – это прям вот целый процесс. То есть, если ты выслал мейл, процентов, что его прочитают и на него ответят, 5. Иногда больше, иногда меньше. Если ты выслал имейл, позвонил, тогда шанс, что на него ответят, больше. Но, в общем, как бы нет такого, что прям надо фигачить, работать много и так далее. Опять же, это все зависит от характера и так далее. Но мне кажется, что в России это прям культура. Да. Ты работаешь по выходным, работаешь до вечера, сидишь дольше в офисе. Твоя жизнь – это твоя работа. Это в России. В Польше уже не так. И это прикольно, с одной стороны. Но когда ты предприниматель, когда ты хочешь работать, когда ты хочешь развиваться, когда у тебя есть какая-то скорость, иногда это забирает много сил. Особенно если ты приехал из России и привык жить по такому графику. Да. А приезжаешь в Польшу, тут ты как бы понимаешь, что до 10 утра ты не имеешь права позвонить, и после 6 тем более, да, вечера. Я бы не сказал, что не имеешь права. Это уже как бы немножко дурной тон, если вы с этим, допустим, потенциальным клиентом, да, заказчиком, никак еще не коммуницировали, да, то есть, скорее всего, он просто не ответит. А как бы в России, там, хоть в 9 вечера позвонишь, то есть это совершенно нормально, конечно. Второй еще важный момент. Вот я недавно помогал одной украинской компании, которая занимается продажей курсов по 3D-визуализации, как бы свой продукт перевести и продавать уже на Польшу. И все подрядчики хотели работать по договорам. То есть мне кажется, что в России, да, конечно, есть определенный, наверное, уровень. И чаще всего это уже более большие компании от 10 и выше человек как бы стараются соблюдать все вот эти вот правила, подписывать договора и как бы вот вести все круто прям, вот, да, по бухгалтерии, там по всему. И вот когда залетели ребята со своим бизнесом сюда, там можно как бы работать чаще как будто на честном слове. А здесь, в Польше, все-таки каждый подрядчик, даже если это была небольшая компания из одного человека, нуждалась в том, чтобы подписать договор. То есть здесь уже нет такого доверия. И я неоднократно также был обманут в России, поэтому я понимаю, что в принципе... Аналогично. Да, в принципе, это правильная дорога. Но как-то как будто вот это вот, я не знаю, это назвать либо оптимизмом, либо простодушием в России, как будто и вообще в странах СНГ чаще проявляется. Можно договориться проще, да, как будто бы.
немножечко там, допустим, приспустить какие-то официальные моментики, да. На и, честном слове. Да. Если вот видят, что ты хороший человек, могут тебе там и скидочку сделать или еще что-то, да. Как бы в Польше с этим намного сложнее и все более так в рамках держится. И я тоже начал это делать, потому что у меня были заказчики-поляки, особенно одного помню. Это был поляк, который уехал в Великобританию. И я чувствовал уже в начале, что как-то странно, да, то есть предыдущий исполнитель сайта, что-то там, была какая-то интуиция, чуйка, так сказать. Но нам, в принципе, комфортно общалось. Я начал ему помогать доработать сайт. И когда я ему выставил счет, хотя большинство моментов было оговорено, было много созвонов, мы много и там обсуждали, и много времени на это было посвящено. Но опять же, не так много, чтобы он удивился и сказал, что я не буду платить. И я хотел подписать договор, но он мне такой: давай на честном слове. И как будто сейчас я уже, когда мне говорят «давай на честном слове», я думаю: ага, наебать решил. Можно вырезать это. Но да, хочет обмануть. Поэтому сам начал тоже договора подписывать. И заметил даже, что в глазах моих нынешних клиентов, которые уже часто более большие компании, это даже воспринимается позитивно. То есть, крутые ребята, видно, что... знают, что они делают, да, что давайте будут... подписывать контракт. Да, как работать. И они даже сами этого хотят. То есть контракт это всегда защита с двух сторон. Вот, кстати, в России, да, несмотря на то, что иногда там можно что-то сделать на честном слове, тем не менее, у нас было 3 раза, когда нас обманули, да, на деньги. Мы не подписывали никаких договоров, думали, что ой, вот работаем, все здорово, классно, да. С одним мужчиной у нас после 3-й недели получилось так, что он просто, обвинил нас в каких-то там, не знаю, в какой-то клевете, что мы там ему комментарии плохие пишем, и не заплатил нам за то, что мы сняли ему видеоролики, да, мы написали какие-то сценарии, и просто, грубо говоря, те деньги, которые мы должны были получить, мы не получили, и, соответственно, все. И так было еще несколько раз, и мы поняли, что несмотря на то, какой менталитет, да, какие там могут сложиться отношения сначала, все равно какие-то официальные такие, да, моменты, они должны быть учтены и, присутствовать. Ну что ж, про семью мы поговорили, про работу проговорили, про менталитет тоже. Хотелось бы немножко у тебя узнать вообще, как тебе сама Польша, да, медицина, бюрократия, да, насколько тебе здесь комфортно жить по сравнению, допустим, с Россией, потому что я знаю, что везде есть свои плюсы, свои минусы, я на своей шкуре это прочувствовала, и, на данном этапе, в принципе, меня здесь все устраивает. Вот что можешь сказать на этот счет ты? В принципе, у меня не было каких-то там особо больших проблем со здоровьем, поэтому мне тяжело, наверное, сказать что-то больше, там, если какие-то большие болезни и трудные. У меня есть, получается, какая-то медицинская страховка, как у каждого гражданина Польши, работающего, безработного зарегистрированного тоже, в принципе. Поэтому я могу пойти к доктору. Конечно, запись к доктору – это своя тема вообще, то есть... в России это тоже, скажем так, то еще... Да, это тяжело. То есть нужно там записываться, скорее всего, через интернет не запишешься, потому что нету вообще свободных мест. Нужно просто вставать в 6 утра, звонить, как раз кто-то не придет, кто-то и так далее. И тогда записаться. Я люблю технологию, все, что связано с сайтами, автоматизацией и так далее. И видно, что, допустим, я был в Германии, и у них долг технологический, так называемый, намного дальше, чем в Польше. То есть, вроде как, разговаривая там с дядей, который там живет,
Это как раз-таки семья моей девушки. У них вообще как бы записаться к доктору типа, там, по электронке невозможно. Ну, то есть я не проверял этого, то есть говорю, этой возможности даже нет, да? Вроде как, да. Я не могу сказать, что они, может быть, просто не умеют этого делать. Не проверял аж так. Но, допустим, я приехал со своей европейской карточкой, я не везде мог ей заплатить. И вроде бы как те люди, которые живут в Германии, тоже часто говорят об этом, что в технологическом плане у них старые решения. Это как бы имеет, в принципе, логическую связь, потому что они это замутили первые, намного раньше, чем это было в Польше либо в России. Это работает, не мешай, да. Поэтому пока это работает, этого не меняли и так далее. В Польше этого не было, сразу сделали что-то новее, круче. В России этого не было, сразу сделали что-то новее, круче. Вот, поэтому Россия, в общем, она плюс намного больше. Поэтому намного больше тоже людской потенциал. Больше каких-то инженеров, программистов и так далее, и так далее. Все-таки Польша – это 38 миллионов человек около. И Россия, если я правильно помню, это зарегистрированных около 128 миллионов, а, скорее всего, не зарегистрированных намного больше. Поэтому тут от этого тоже зависит скорость развития. В этом плане технологически Россия ушла вперед намного. То есть в цифровом развитии дизайна и так далее намного круче, чем Польша. Но все-таки некоторые, да, сферы, вот я заметила, что в Польше как будто бы наоборот ушли вперед России. Какие? Да, в плане, допустим, музыки. Ну, я думаю, что это связано больше всего с Европой, да, что все-таки Польша, она входит в Евросоюз, и все-таки влияние, ну, не знаю, Франции и Германии какое-то оказывает на Польшу, да, в России как бы это доходит все медленнее, и я понимаю, что какие-то тренды, которые есть здесь, появятся в России через некоторое время. Как и наоборот, кстати. Да. Есть что-то такое в России, что доходит до Польши только вот уже сейчас. Это мы с тобой разговаривали, с вами. Да. А я как бы фанат этого, поэтому я много времени сижу на заграничных сайтах и смотрю на такие всякие штуки. Поэтому тут тяжело оценивать, я думаю. Как мне кажется, все-таки в цифровом развитии, в плане всех этих AI, новшеств и технологий, именно благодаря тому, что намного больше людского потенциала в России, это начало развиваться намного быстрее. Допустим, да, в Польше есть вроде как там свой Яндекс, да, это Анет, и ВП, то есть это как вот Рамблер, Яндекс, Мейл и так далее. Ну, Яндекс это буквально сейчас монополисты в России, мне кажется. Да, допустим, есть там Allegro, а в России есть Озон, Wildberries, и что-то там еще вроде было, не помню. Но это связано прежде всего с тем, что просто Россия на данный момент находится под санкциями у многих брендов. Ну, да, даже перед этим это развитие было намного быстрее. Да, это было, но просто я думаю, что Польше это не нужно, потому что так как это Евросоюз, как бы есть очень много сервисов, которые работают просто по всей Европе, да, и создавать какой-то свой локальный просто не имеет смысла. Нет, конечно, да, там вошли Amazon, eBay, AliExpress, Shein, да. Но это все тоже есть и в России, да, то есть, конечно же, там сейчас, Amazon, может быть, нет, но... Amazon остался, по сути, один AliExpress, как бы из всего, потому что это Китай. Который, опять же, вроде бы в России выкупили права, и... Возможно, да. Он теперь как бы aliexpress.ru, он принадлежит России. Вот. В медицинском еще плане. В принципе, качество, я считаю, хорошее. Можно и зубы пойти полечить, только нужно долго ждать. Когда, допустим, сломал ногу, и мне нужно прям... Или руку. Мне нужно прям было... Да и руку, и ногу я ломал. И, в общем, в каждой ситуации есть там так называемый СОР, когда нужно приехать и быстро получить медицинскую помощь. И я знаю, что у многих поляков очень плохие воспоминания. Мне повезло. Я быстро прошел, мне быстро помогли, никаких проблем не было.
Но, опять же, я знаю, что у многих поляков очень плохие воспоминания о такой экстренной помощи. Я была в такой ситуации, мои друзья были, да и многие другие. Вот именно государственные поликлиники находятся в очень ужасном состоянии в России, да, вот в Польше также? Нет. Здесь многие поляки против того, что Польша в Евросоюзе. Но, и да, возможно, Польша будет очень долгое время за это платить. Но видно, насколько деньги, которые поступают из Евросоюза, меняют обличие Польши. То есть я приехал сюда в 2000, там, не помню какой год, 7 плюс 5, 6, 2007-2008, вот так вот. И я уже в промежуток этого времени вижу, как много инициатив появилось именно из бюджетов Евросоюза. Это, опять же, школы, университеты, больницы. Очень много инвестиций в Польшу благодаря деньгам из Евросоюза смогли быстро получить помощь и развиваться. Очень много. Поэтому часто, идя в поликлинику, можно увидеть отремонтированное классное помещение. Здесь, недалеко, где я живу, была старая школа, тоже получили деньги, отремонтировали все, и с окружающей территории, забор, поле, все, новенькое. Поэтому здесь чаще в государственных учреждениях все круто, потому что получили деньги из Евросоюза. Да, я здесь не шарю в этом вопросе, скорее всего, долго нужно будет возвращать. Но это так же, как кредит на квартиру, да, то есть ты можешь получить кредит, уже жить в ней и его сплачивать, потом это тебе принадлежит. Также, я думаю, здесь. Ну, это здорово, потому что я заметила, что все-таки большинство людей очень недовольны, в России конкретно, качеством медицины, да, бесплатной, которую предлагают, и всегда обращаются к платной медицине, потому что там ты хотя бы можешь какую-то конкретику получить, и хотя бы пруф, да, от этого, то есть ты вылечишься как минимум, да, и там отношения от людей более благоприятные к тебе. Вот у меня у дяди сейчас намечается серьезная операция, у него проблемы со зрением, он очень слабенько видит, из-за этого даже не может ездить на машине. В общем, то есть настолько плохо, что прям очень. Не слепота, конечно, но как будто недалеко. Это тот дядя, с которым я знакома, которым, да, как раз. И он обожает читать, он обожает раскрашивать модельки, он вообще невероятный фанат истории, особенно наполеонской, вот этой вот части истории. И он, да, из государственного учреждения, не платя денег, да, он долго ждет, полгода, год, но ему сделают операцию бесплатно. Есть такое мнение в обществе, что образование в России не очень. Я конкретно училась на филологическом факультете в Калининграде, в БФУ. В принципе, в общем, я довольна. Конечно, были какие-то, да, преподаватели, предметы, которые, я понимала, что, несправедливо, не так это должно быть, да, но большинство все равно мне дали какую-то, скажем так, пищу для последующей жизни, да, для того, чтобы работать и у себя в профессии видеооператором, потому что я часто коммуницирую с клиентами, и, в принципе, для того, чтобы коммуницировать с друзьями, да, с какими-то людьми, факультет литературы и русского — это круто. Вот, что можешь сказать об образовании ты, в Польше конкретно? Насколько оно тебе нравилось, и вообще считаешь ли ты его, скажем так, эталонным? Нет. Вообще. То есть, опять же, я заканчивал... Вернемся к лицею, потому что универ это отдельно. Возьмем сначала лицей, то есть последние несколько лет обучения, 10-11, так сказать, класс. И я когда переехал сюда, то есть я был, получается, в 10 классе, я помню, что с математикой я помогал польскому 11 классу, так сказать, и 12 польскому классу тоже помогал. То есть тем, кто уже должны быть по материалу дальше.
То есть, да, я неплохо был в математике, даже когда-то выиграл как бы первое место в области в кенгуру в Калининграде. Медвежонок, кенгуру. Да. Здесь я таких не принимал участия и вообще считаю, что мне повезло. Но мне кажется, что все-таки либо программа требует намного меньше, либо учителя требуют намного меньше. Потому что я как бы вспоминаю своих учителей в Калининграде, и они, бывало, и орали на нас жестко, да, и то есть, там было так, что ты прям учителя боялся вообще, да, то есть это какая-то тетенька, которая, ты заходишь в кабинет, и ты прям чувствуешь, как тебя вот сердце так вот, сжимается, тебе становится плохо. Да. Были ситуации, когда там мы бегали по всему классу учителя за ученицами, там, была у нас такая одна, я помню, поэтому тут может быть как бы образование связано именно с методами воспитания, да, то есть здесь как-то помягче воспитывается и учеников, и вообще детей. В мои времена пиздячки получить — это нормальное дело вообще было. Поэтому я считаю, да, и в Польше, я думаю, я слышал от поляков очень много, что русские математики, русские программисты это прям такое, о, нифига себе, русские хакеры, да, это прям чуть ли не легенды какие-то. То есть, как мне кажется, это говорит о том, что все-таки уровень образования, уровень требований, он выше. Но опять же, тут нужно брать во внимание, что и в общем россиян больше, поэтому как бы мы смотрим только на верхушку, а ее будет больше в зависимости от количества людей. Поэтому нет, я считаю, что образование в России лучше, чем в Польше. Оно более требовательное, может быть, так. Раньше, наверное, так и было. Сейчас, мне кажется, что все-таки ситуация в России немножечко меняется, потому что у меня есть младшая сестра, ей 8 лет, и она как бы сейчас ходит в школу. И, конечно, отношение к учителям сейчас, скажем так, мягко говоря, никакущее, да? Если раньше учителя все-таки ставили на пьедестал, это человек уважаемый, да, который тебя, мягко говоря, учит жизни, да, конкретно, то сейчас учитель — это как будто просто вот человек, который должен следить за твоим ребенком и что-то ему давать. Давай поговорим про бюрократию. Образователь наш был. Мы поговорили про медицину и поговорили уже про образование. Давай демократию. Бюрократию. Демократию должен. Вот так вот Ленин, короче, вот с этого начинал демократию. И все. Да. Вот так вот и начиналось, да, революция в стране. Ой, до слез, извиняюсь. Демократия. Коррупция здесь мне кажется, таком более контролируемом уровне. То есть она есть, да, то есть там, допустим, город Сопот заплатил 3 миллиона злотых за постройку туалета, да, вот, либо кто-то там заплатил, я не помню, какое-то государственное учреждение 300 тысяч злотых за разработку логотипа. И, да, разработка логотипа может стоить много денег, и в России это может стоить много денег везде, но все зависит от качества проделанной работы, и здесь оно не прослеживается аж так. И объем тоже. То есть либо подрядчик не тот, либо все-таки подрядчик как-то там. Но другая есть сторона медали, так сказать, из-за того, что сменяется власть каждые 4 года. Обязательно, да, то есть... сейчас была у власти партия ПиС, и они были дольше, потому что за них проголосовали, поэтому нет такого, что не больше 4 лет. Они вроде бы управляли 8, я не помню точно, не интересуюсь аж так политикой, но вот у моей девушки Нелли отец работает в государственном учреждении, это почта, и там при каждой смене власти на всех государственных учреждениях меняются директора.
То есть, как только приходит новая власть, и власть должна быть везде, поэтому... Такая же, да? Да, То есть, поэтому в каждом государственном учреждении меняются руководящие должности. Иногда не только руководящие должности, а, как я слышал тут, как бы от людей, которые с этим столкнулись, также даже там до уборщицы может дойти. То есть может вся поменяться кадры. Что я считаю, ну, как бы вообще неприемлемым, потому что, во-первых, такой человек понимает, что он приходит на 4 года, ему это, конечно же, помогает принимать те решения, которые выгодны в первую очередь ему, а не этому учреждению. Во-вторых, у него нету как бы всего этого контекста, нет этого бэкграунда, которого дает ему понимание, что вот, да, в этом направлении мы идем, в этом развиваемся и так далее. То есть приходит новый человек, мы идем сюда, приходит другой, идем сюда и так далее, и так далее, и так далее. Вот, допустим, на примере, опять же, почты. В Польше есть такая штука, как инпост. Это... Почкоматы, да? Почкоматы. Почтоматы на русском. Да. Они здесь появились раньше, чем в России, как мне кажется. То есть, когда я здесь уже их видел, а в Калининграде, там в России, про них вообще не слышал. Вроде бы это, опять же, не так, что их здесь придумали, скорее всего, их тоже взяли откуда-то. Ну да. Но человек, который всю эту штуку замутил, он работал на почте. Он ходил с этой идеей и говорил, что давайте это сделаем. И никто его не слушал. Все, а зачем? Почтальон принесет, да, вот здесь курьер он привезет, люди не захотят сходить. Да, да. Я, в принципе, понимаю вот это как бы какое-то отношение, но, с другой стороны, было так же, что курьеры не приезжают, не звонят, ломают пачки, то есть доверие тоже... Ну, человеческий фактор всегда Да. присутствует, да, Вот. особенно И в такой. поэтому он уволился из почты, создал инпост, одна из самых на данный момент круто развивающихся польских компаний в Польше. Инпост, да, то есть с одной стороны мы говорим про то, что меняется руководитель, он идет в другом направлении, а с другой стороны то, что вводить какие-то инновации очень тяжело в таких учреждениях. Поэтому с одной стороны коррупция есть, а с другой стороны из-за смены власти это проще делать. В России такой проблемы нет. Да. Кстати, немножко об этом, да, а может и не немножко, в связи с теми событиями, которые сейчас происходят, да, очень сложные отношения между Украиной и Россией, и сейчас очень большое количество украинцев переехало в Польшу, да. Вот скажи, повлияла ли как-то вот эта ситуация конкретно на тебя, так как ты являешься все-таки наполовину русским? Нет. Нет, ну то есть на меня вообще, у меня настолько небольшой акцент, что его слышат очень часто только люди, у которых прям какой-то крутой слух, музыкальный слух. 99, наверное, 0,5% поляков не в состоянии услышать мой как бы русский говор. А если уж, то часто вот именно более восточная часть Польши, там такой как бы тоже акцент небольшой есть. То есть в Польше вообще очень много диалектов. Там есть шлендзацкий, есть кашубский, и есть, не знаю, как он называется, вот этот, который как раз-таки на востоке Польши. У меня даже с этим была смешная ситуация. Я был в универе, я работал официантом. Потом немножко барменом, но в общей сложности официантом. Да, я мог пойти как бы работать программистом, но так как я говорил в начале, программирование мне не очень зашло. Поэтому я работал с людьми, я работал официантом. И работал я официантом на одной из главных туристических улиц Польши. Это Краковское Przedmieście. И там есть такая площадь в конце, и там есть такой бар, называется бар Варшавы. Я там работал, и, в принципе, очень как бы ценю это время, когда я там работал, очень многому научился, познакомился, научился говорить, да, официантом, барменом. Почему у меня в кружке до сих пор нет вкусного чая? Почему у меня вода? Мистер Бармен, хотя бы коктейль.
Там раньше было мартини, поэтому... Ладно. Вот, я там работал, и была такая ситуация, когда в Польше проходил футбольные там матчи и так далее, и варшавская команда выиграла первое место. Это Лехия. Или Легия. Блин, путаю. И потому что есть Лехия, а есть Легия. Это две разные команды. Ну, вроде бы Лехия. Но не ругайтесь слишком сильно. Они победили, и они пошли все праздновать на Краковские предместья. Мы уже об этом знали, поэтому наши там менеджеры сказали: прячьте стулья, прячьте пепельницы, прячьте там уксус с уксусом, стекля. Все, вообще все, к чему могут поломать, притронуться, кинуть, сломать и так далее, прячьте. Потому что в Польше фанаты, как мне кажется, как бы, не знаю, как сейчас, но до недавнего времени, наверное, самые жесткие фанаты это были британцы, допустим. Да. А немцы? Тоже они. Я не слышал про немцев аж так. А в Польше там, да, они прям с там мачете, короче, топорами в лесах встречались, короче, то есть трупы, ну, то есть жестко очень, прям, ну, не То есть те слэмы в России, которые происходят на рок-концертах, это ерунда, да? Нет, фанаты футбольные, это прям, вообще... прям, да, убийство, кровь, это прям жестко. Сейчас вроде бы получше. Но я, когда жил недалеко от стадиона, я старался вообще на русском слова не говорить, когда проходил, когда там был чемпионат, потому что я видел, как вытаскивают людей из поезда, если у тебя есть цвета команды противника, короче. И это, ну, это не шутки. Вот, и как раз-таки они выиграли, они приходили туда вот все праздновать свою победу, и некоторые рестораны закрывались, некоторые, как и мы, все прятали, а профиль нашего ресторана был как раз-таки выпить, поэтому бессмысленно было закрываться. Это был, наверное, самый один из трудных дней, потому что я работал около 36 часов без сна, то есть там пару, как было моментов, когда можно было вздремнуть, но в общем я проработал... Чисто на скамейке там, подсобки, да? Да, примерно. Ужас. Вот, в общем, я проработал как бы 2 суток. И мне пришел менеджер и говорит: если придут фанаты и будут тебя спрашивать, откуда у тебя акцент, скажи, что ты из Люблина. И если они тебя спросят, за кого ты болеешь, скажи, что за Мотор Люблин. И у меня была ситуация, когда мне это пригодилось, потому что пришла группа фанатов, у нас осталось где-то еще пару столов, где можно было сесть. Они сели, заказали себе много водки, я их обслуживал. Вроде ребята неплохие, как бы пока, да, ничего там не происходит. Все заплатили, конечно же, все в принципе было круто. Но они спросили, откуда ты? После того, как мы пообщались. Я говорю: Люблин. Они спрашивают, за кого ты болеешь, за Легию там, или Лехию, да. Или за Люблин. Я говорю: Мотор Люблин. Хорошо, не спрашивали у меня имена футболистов. Да. Так далеко я не зашел. Но они сказали: блин, ты теперь в Варшаве, но ты все равно за Мотор Люблин, ты крутой чувак, молодец. А почему он мне сказал, что Люблин? Потому что эти две команды дружат. Не всегда они воюют, иногда дружат. И вот пригодилось. Я смотрю, водка, да, это какой-то супер популярный напиток в Польше. Да. Удивительно, потому что мы с моим мужем снимали одну из польских свадеб. И, было, конечно, каким-то супер озарением, да, и удивлением, что фактически на протяжении всей свадьбы и невеста, и жених пьют водку. Прям, достаточно много. В России такого не встретишь. Эта культура все-таки не очень распространена, да, именно что мы там пьем водку и все такое. Нет, как бы в рамках свадьбы и каких-то мероприятий все-таки это более как-то все сглажено. Может быть, и в рамках свадеб и мероприятий, может быть, это конкретные люди, потому что когда я переезжал из России, все-таки
большинство поляков, допустим, пили чаще какой-то более слабый алкоголь, пиво, вино, а водку не аж так, как когда-то, когда я был еще в России. Все-таки на тот момент я бы сказал, что, конечно, это жестче. Это жестче. Ну, понятно. То есть сейчас, в принципе, у тебя нет никакого негативного опыта, связанного, да, с ситуацией, которая происходит между Украиной и Россией? Клиенты, они меня спрашивают, откуда я иногда, я им говорю, что я приехал из России. У меня не было ни одной ситуации, когда мне сказали: слушай, Лукаш, ты из России, мы с тобой работать не будем. То есть нет, был интерес, было интересно поговорить. Даже это были люди, которые как бы негативно относятся к России. Единственная, наверное, ситуация, которая у меня произошла, это когда я был на свадьбе, опять же, и рядом со мной сидел пьяный поляк, и он, тогда уже вроде бы началась вся эта вот ситуация с Украиной, и он как бы начал меня спрашивать про Россию, и я чувствовал себя, как будто я вот сейчас должен в лице всех россиян, всех как бы руководителей России, Путина и так далее выступать в защите в этом разговоре. Но как бы быстро, в принципе, я им сказал, что я к этому отношения не имею, и закрыли тему. Но это, наверное, как бы из последних там лет единственный разговор, когда я почувствовал какое-то такое предвзятое негативное отношение. А так нет. Ну, кстати говоря, я в последнее время заметила, что негативное отношение к русским все-таки спадает, как будто бы, да, я опять-таки сужу это по своему блогу, в ТикТоке. Многие начинали мне писать какие-то там обвинения, да, оскорбления, с целью меня задеть, что я якобы из Украины, а я не из Украины, я из России. И они как бы забирали свои слова обратно, говорили: ой, извини, я думала, ты из Украины. Как бы с чем это вообще связано, да? Почему так все поменялось, когда, казалось бы, наоборот должно быть? С чем это связано? Ну, во-первых, наверное, все-таки из-за того, что на данный момент в Польше, по официальным данным, более 1,5 миллиона украинцев, по неофициальным даже, возможно, около 3. 3 миллиона для Польши — это очень много, потому что поляков 38 миллионов. Это, ну, конечно, Польша маленькая. Это очень много. И все-таки чаще как бы такой человек, который проездом, он здесь не остается надолго, не создает связи, поэтому может как бы не стараться аж так. У меня нету каких-то особых там негативных впечатлений, но я вот слышал от своих знакомых, что у них в магазине работает поляков, украинка, украинцы, я как бы не могу точные данные провести, и что поймали неоднократно на том, что не выплачивает всех денег, да, то есть не выдает деньги. И я понимаю, что это, скорее всего, отдельные личности, отдельные люди и так далее. Ну, которые встречаются везде абсолютно. Везде, абсолютно. Но как бы они как бы становятся таким примером, и чаще негативный пример намного сильнее позитивного. И когда такое большое количество, таких примеров много, а Польша, как мы уже говорили, культурно сильная страна, много патриотов. Патриотизм иногда это тонкая граница между патриотизмом и национализмом, и достаточно много людей, которые могли получить работу, менять работу на как бы такую более простую, то есть где-то там официантом, кассиршей и так далее, то есть на которые проще просто устроиться. А теперь они не могут устроиться, потому что... Не хватает рабочих мест. Не хватает рабочих мест. Это создает как бы какое-то напряжение. Да, да. И опять же, вот футбольные клубы — это чаще всего националисты. Мы уже говорили про них ранее, что у них сильная какая-то культура. Поэтому, так сказать, Польша для поляков — это...
это мнение встречается. Да? То есть я не могу сказать, что именно в кругу моего общения, но когда я жил в Варшаве, когда я был, опять же, там где-то ближе, более таких торговых каких-то путей, можно проследить. Ну и как бы все устали, я думаю. Ну да, все устали, да, конечно. потому что одно это когда война где-то там в Ираке, в Иране, это очень далеко, а совершенно по-другому это ощущается, когда все-таки это граничащее с тобой государство. Поэтому... Как думаешь, хотел бы ты в будущем, не знаю, переехать из Польши? Переехать. Блин, с каждым годом как будто и нет. Я думаю, в первую очередь из-за климатических условий. То есть я люблю, когда много солнца, когда тепло. И в Польше, допустим, там я смотрел статистику, 90 вроде бы там сколько-то дней солнечных. Все зависит, конечно же, от места, но около того. А в той же, там, допустим, Португалии 270 дней солнечных, около того. И это единственный, наверное, фактор, который может для меня иметь значение. И последний вопрос тогда к тебе, Лукаш. Что бы ты посоветовал людям, которые сейчас переезжают в Польшу, вот первостепенное, вот что прям вот нужно сделать? Не знаю, с собой или там, может, с документами, что-то важное. Ну, то есть, если они переезжают, у них должны быть документы, поэтому этот вопрос, я думаю, даже не стоит затрагивать. Да. Набраться терпения, очень много терпения, потому что иногда хочется получить какой-то результат, особенно так как вы здесь создаете бизнес с нуля. Нужно подстроиться под культуру, менталитет, много всего понять и так далее, проработать, как бы в каждой стране, я думаю, это будет похоже. То есть набраться в первую очередь терпения. Это раз. А два, стараться ассимилироваться. Это правильно. То есть стараться не искать, как вот я, допустим, делал группу русскоговорящих людей там, из бывших стран СНГ, и поддерживать с ними контакт. Конечно, это круто, можно чувствовать себя в группе, но все-таки выходить из зоны комфорта и стараться общаться с поляками, находить друзей поляков, и здесь уже строить какую-то группу знакомых, искать там по каким-то своим заинтересованностям, там, так же, как я в клубы ходил, да, допустим. То есть терпение и выходить из зоны комфорта, потому что если переехать, закрыться в своей квартире, вы будете себя чувствовать максимально одиноко, и для некоторых это ок, для меня, как мне кажется, это было достаточно тяжело. Ну что ж, спасибо тебе большое, Лукаш, за такую приятную беседу. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, насколько вам был интересен данный формат. Да, обязательно подписывайтесь и лайки ставьте. И, комментарии это еще более важно, да. Пишите, нравится вам, не нравится, потому что формат новый, мне кажется, достаточно такой интересный, глубокий. Вот. И до новых встреч. Кстати говоря, все ссылки на Лукаша я оставлю внизу.